Балки раз, два, три. Стропилины будет 4. Расстояние между стропилами будет сильно большое. Чем еще будем покрывать крышу, я не знаю. Склоняюсь к андулину, либо лист USB зашитие какой-нибудь гибкой черепицей. Видел еще рулонную плоскую черепицу. И обшить. Ну а так вот, пацану, что, ну, мелкий. Что, ну, перекинул. Я помню, в детстве вообще за яблоками, грушами лазили. Потом по жопе как прилетало крапивой. Один раз так подсолнухи тырили у деда у одного. Другу солью как прилетело в жопень. Ничего, никто ничего не возмущался, сами виноваты. Вот так. На первый раз по-философски, наверное, простим. Ну, будем контролировать. Так, метр. О, это 99. Метр. Тут 99. Ну, сделаем сейчас одну 99 лагу, другую метр. Пишите в комментариях, как бы вы поступили в такой ситуации. Но мы в этот же день приехали. Серега ничего не сказал. Хотя все видел. И я ему сказал, что я камеру повешу. Сказал, может, от тебя вообще отвернуть. Я говорю, да нет, типа пусть безопаснее будет. Нам нужен карандашик и угольничек. Нужны перчатки. Сейчас сделаем. Стропила у меня 1,5 метра. Сейчас все напилим. Будем примерять все. Так в детстве помню, к бабушке увезут. Что телефонов не было. Увезут на каких-нибудь недели 3 месяц в деревню. Потом приезжают, детей не узнают, что с ними стало. А с ними стало пополнение, как говорится. У меня мама всегда говорила, вас забирали. Вы как эти по циркулю. Вот это вот взять доску, не шкрябать ее. Как раз нормально будет. А та пойдет у нас на стойку. Так, 99. Так, подпишем ее. 99 и 100. Так эти собаки до сих пор кошмарят всех. То есть было одно время, были щенками тут. Всем жалко их. Подкармливали. Собаки как выросли, стаи сбиваются. Ну, то есть маленькие они жили в полях, в норах. То есть они дикие. На охоту ночью выходят в основном. Ну, днем тоже, где поменьше людей. Собак, других котов тоже дерут. Ну, Максим еще, когда, так сказать, завалил одну, столько проклятий услышал в свой адрес, что как мог и все такое, что это живые существа, что они не виноваты. Жалко-то жалко. Никуда деваться.
Так что надо сейчас с тушиком закончить и начать забор делать, доделывать, чтобы никто не мог прошмыгнуть. У вас как дела обстоят с бездомными животными в ваших СНТ и деревнях? У нас прям вот так вот по региону, я бы сказал, плачевно. Ну, сосед, подкоп, который сделал. Все. Видите, вместо него закончилось. Видать, сегодня, в этом году подпорной стенки точно не увидим. Почему-то у меня такое ощущение. У меня у самого маленькая собака. Вот что мне делать, если они прибегут, ну и начнут нападать? Конечно, возьму топор, да буду защищать. У нас почему-то еще много людей считают, что у них собаки могут быть на самовыгуле. Ну, либо они убегают. Ну, почему-то одни и те же всегда убегают. Причем такие собаки крупных пород, от которой человеку-то сложно будет отбиться, не то что коту, ну, либо маленькой собаке. Да, видео выкладывали. Ой, смотрите, какие щенята, какие хорошие. Давайте их покормим, давайте мы их будем за ними следить. То есть, когда они норы вырыли, люди ездили в норы, в поля и кормили этих собак. Ну, я вот этого не понимаю, как так можно. Потом те же самые люди и жалуются, что у них кого-то сгрызли, кого-то они не досчитались. А лисы у нас тут еще водятся. Ну, лисичку маленькую видел, сбили. Лошара. Ну, пойдем отрезать. Сильно большую отмерил. Где-то полсантиметра. Ну, даже миллиметра 3. Что-то мне кажется, что погода портится. Сегодня стропила у меня не пойдут. Сразу потом еще одну доску возьмем. Примерим, так сказать. Так огород растет. Клубнику уже Викторию едим. Дети тоже уехали к бабушке с дедушкой. Ну, на недельку. Дети от нас отдыхают, а мы по детям скучаем. Так, теперь все почти гуд. Да. Теперь эту доску примерим, потому что здесь вообще я планировал 2 доски для лаги. Вот они подойдут. Ну, так, отзыв небольшой по камере дам. Ее как-то настроить надо. Уже чувствительность минимальную. То есть она за каждый шорох, за все начинает вибрировать, уведомления отправлять. Я уже их отключил. Ну, она когда уведомление отправляет, всегда пишет. Так как пишет это хорошо, так мы собаку увидели, что к нам гости заходят, оказывается. Ну, соответственно, это тоже, когда мы здесь,
свет-то я выключаю на ночь. То есть в туалет пойдешь, на незваных гостей можешь нарваться. На входе на шухере как будто стоит другая, по участку бегает. То есть мы говно находили. Ну, то есть крупные собаки. Ну, думали соседская у Сереги, потому что такая какая-то полуовчарка, полукто. Ну, либо Максимкина, у него овчарка. Он ее как раз в этом году завел. Думал, они ходят. Потому что Максимкина вообще не стесняется. Они ее из виду упустят. Ну, она воспитанная. То есть овчарка, которая... Такая собака, которая должна быть такой воспитанной, умной овчаркой. То есть она просто... Зашла на участок, что-то тихо подошла, взяла палку из дров в пасть и пошла обратно. Так сказать, на дело сходила. Ну, я Максиму сказал. Он говорит, а вот, говорит, откуда она все эти доски таскает. Так что забор необходим. Ну, еще от пыли. То есть камера сработала, тут КамАЗ, я не знаю, пригорок-то небольшой. Но камазисты почему-то разгрузятся и любят летать. Если спокойно проедет, пыли меньше будет. Нет, ему надо пролететь. Думаю, сделаю лежачий полицейский. Никому не скажу. Канавку вырою. И все. И наплевать. Чтоб притормаживали. Может быть, даже парочку. Тут уже тоже жителю одному осточертело. Возле, ну, у него угловой получается участок. И постоянно. То есть как будто специально. Ну, понятно, тут те, кто здесь постоянно живет, они все притормаживают. Я мимо него притормаживаю. Но я, в принципе, по улицам быстро не еду, чтобы не пылить. Вот, а вот кто приезжает в эти съемные дома, вот им почему-то надо прям по деревне на скорости пронестись. Ну и вот камазисты тоже почему-то любят быструю езду. То есть снизу вверх просто пролетает. Зачем? Непонятно. Я когда за забором кашу, ну, притормаживают. То есть человека видят, притормаживают. А так в основном вообще пофигу, как говорится. Не мое и ладно. Что-то я заворчался сегодня. Ну, фильтр уже не включали. То есть, ну, пух плавает. Надо скиммер этот купить. Ну, вообще крышкой закрывать. Опять пылесосить надо. Все дно в бабочках мертвых. Ну, ничего. Исправим вопрос. Битка уже умерла. Сколько уже на даче биток, так сказать, похоронено. На прошлых выходных сгорели сыры. Но загорались так, что вот 3 дня. Это как-то у меня кожа погрубее. Я как-то быстро отошел.
У Иры кожа нежная, светленькая. Вот она прям страдала. То есть у меня, может, денек поболела. Она вот прям до сегодня. Дня 3. Рассказывайте, как у вас на даче. Все сделали, не все сделали. Комментарии читаю все. Может, какой совет дадите по поводу крыши? Из чего лучше сделать? Открытый не хочу. Хочу, чтобы можно было и в дождик сходить, помыться. Ну, кубышку чехол пришел. Надо будет примерить. Сегодня не сегодня, но в следующей серии точно покажу вам, чтобы вода не цвела. У нас вода цветет. У кубышки быстро вода нагревается. Очень. Ну, подписывайтесь на канал, не забывайте. 1000 подписчиков добьем. Устроим стрим на даче, пообщаемся вживую. Так, мне кажется, я, как всегда, вафлю перепутал батарейки. Так, а что у нас? Ну, все, зарядка. Вот шурупика умерла. Ну все. Так как аккумуляторов у меня запасных нет, быстро сегодня поработали. Пойду поливать, помогать жене. Надо шуруповерт новый покупать. Можете тоже посоветовать. Долговечный. С этим шуруповертом тоже я, наверное, квартиры, ну, 3, сколько, в каких жили. С одного района в другой переезжали. Вот сейчас эту квартиру уже ремонтирую. Ну все, ему, видать, хана. Почитаю, зарядник продают, нет. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Ну, Ир, я наработался. У меня шуруповерт умер.